просто всю хату вашу завалю по одному. Кранты, я приготовилась умирать. Начальника бьют. И он поклялся ребенком своим и так далее, что я живая с этой колонии не выйду. Я сказал, вешаться не буду, что я скорее тебя, козел, завалю. То есть это сейчас смешно, а тогда не было смешно. Я наткнулся на историю, которую сначала не воспринял всерьез. Но чем глубже я разбирался, тем страннее и, честно говоря, страшнее становилось. Сначала кажется, обычные колонии, обычная система. Но потом всплывают детали, которые не укладываются в голове. И чем дальше, тем больше вопросов. Сегодня я покажу, что на самом деле происходит в женских колониях, о чем обычно не говорят вслух. Приветствую. Ты на канале «Черный архив». Я разбираю реальные истории, от которых иногда становится не по себе. Если тебе интересны такие темы, подпишись. Дальше будет только серьезнее. Поехали. Сегодня я хочу поговорить о том, о чем в России принято молчать. Не потому, что это государственная тайна, не потому, что об этом нет информации, а потому, что это неудобно, потому что это далеко. За высоким бетонным забором, за рядами колючей проволоки, в нескольких сотнях километров от Москвы. Там, куда обычные люди не ездят. Там, откуда письма идут неделями. Там, где человека как будто перестает существовать для внешнего мира. Я говорю о женских исправительных колониях. И сегодня конкретно о тех, что находятся в Мордовии. Сначала кажется, что это обычные исправительные учреждения. Ну подумаешь, колония. Люди нарушили закон, получили срок, отбывают наказание. Все по закону, все под контролем государства. Журналист приходит, фотографирует чистые цеха, улыбающихся заключенных, начальницу учреждения, которая рассказывает о программах по реабилитации. Репортаж выходит, страница закрыта. Именно с этой точки я и начинал, когда впервые взялся за эту тему. Мордовия – небольшой регион в самом центре России. Лесистый, тихий, почти незаметный на карте для большинства людей. Но у тех, кто хоть краем касался российской пенитенциарной системы, одно это слово вызывает совершенно другую реакцию. Не нейтральную, не равнодушную. Дело в том, что именно в Мордовии сосредоточена одна из крупнейших в России зоновских инфраструктур. Официально около 17 исправительных учреждений в одном регионе. Это не оговорка. 17 в одном регионе. И несколько из них женские. Почему именно Мордовия? Это исторически сложившееся. Еще в советское время здесь располагался так называемый Дубровлаг, один из крупнейших лагерных комплексов страны. Система сохранилась, разрослась и продолжает работать до сих пор. Но чем больше я изучал эту тему, тем отчетливее понимал. За официальными репортажами, за парадными фотографиями и отчетами об исправлении существует совершенно другая реальность. Реальность, о которой знают только те, кто там был, и те, кто оттуда вышел. И вот тут начинается самое странное. Я наткнулся на историю одной женщины. Назову ее Катя. Это не ее настоящее имя, но детали биографии реальные. Ей было 19 лет, когда она впервые оказалась за решеткой. Молодая девушка из Москвы, рано потерявшая родителей. Клубы, компания, наркотики – все как в тысячах похожих историй. Первый срок – 5 лет. Я наткнулся на ее историю в одном из интервью, которые журналисты брали у бывших заключенных мордовских колоний. И первое, что меня зацепило, это не сам факт ареста, не статья, не срок, а то, как она описывала момент прибытия в колонию. Вот это ощущение, когда закрываются ворота за спиной, и ты впервые понимаешь, куда попал. Она говорила: «Я думала, что знаю, что меня ждет. Видела кино, читала что-то. Думала, ну тяжело, но справлюсь». Первые дни все выглядело почти так, как я представляла. Карантин, медосмотр, выдача формы, темно-зеленый рабочий костюм, белая косынка, распорядок дня на стене. А потом начался сам распорядок. Но самое странное началось уже в первые дни. Подъем в 6 утра, завтрак в 7, в 8 на рабочее место, 8-часовой рабочий день,
потом пересменка, снова работа. Отбой в 22:00. Свободного времени почти 0. Это не преувеличение и не художественный прием. Это просто распорядок дня колонии строгого режима для женщин. На первый взгляд жестко, но понятно. Режим есть режим. Но вот что я понял, когда начал копаться глубже. Формально 8-часовой рабочий день, по закону, как положено. Но работа в этом контексте – понятие очень специфическое. Большинство женщин в таких колониях работают в швейных цехах. Шьют спецодежду, военную форму, рабочие комбинезоны. Нормы жесткие. Не выполнил норму – последствия. Не то чтобы тебя наказывают физически, но система устроена так, что невыполнение нормы тянет за собой цепочку других ограничений. Условия содержания. Досрочное освобождение. Отношение администрации. И вот ты сидишь в этом цехе. Машинка жужжит, рядом такие же женщины. Кто-то приклеил на свою машинку фотографию ребенка, кто-то смотрит в пол, кто-то в стену. И ты шьешь, и шьешь, и шьешь. В этот момент я понял, это не просто отбывание наказания. Это другой ритм существования, другое время, другое пространство. Это выглядело совсем не так, как я ожидал, но это было только начало. Давай я расскажу, как устроен типичный день в таком месте. Не по официальным инструкциям, а потому, что описывают сами женщины, которые там были. 6 утра. Подъем. Не прозвенел будильник, ты потянулся и встал. Подъем – это команда. Ты встаешь, заправляешь кровать строго определенным образом. Есть норматив на заправку кровати. Есть норматив на умывание. Есть норматив почти на все. Одежда только установленная. Темно-зеленый костюм, белая косынка на голове. Это обязательно. Не просто правило, это часть системы идентификации. На каждую заключенную существует специальная ориентировка. Рост, вес, особые приметы. И прическа, цвет волос, на случай побега. Поэтому сменить цвет волос нельзя. Покраситься нельзя. Даже чтобы просто подстричься, нужно написать заявление на имя начальника колонии. Это заявление согласовывается с бухгалтерией, отделом безопасности и оперативниками. Только после этого можно. Я читал это и думал, заявление, чтобы подстричься, согласовывается с 3 отделами. Но что происходило, если кто-то нарушал правила? Вот тут начинается интересное. В мордовских колониях существует 3-уровневая система условий содержания. Облегченные, обычные и строгие. Звучит как что-то административное, но на практике это означает очень конкретные вещи. Облегченные условия – это когда тебе разрешают чуть чаще звонить родственникам, когда у тебя есть телевизор в спальном помещении, когда на кровати мягкий плед, а не казенное одеяло. Строгие условия – это полная противоположность. Минимум контактов, минимум личных вещей. В отряде разрешается держать только самый необходимый минимум – зубная щетка, расческа, мыло. Все остальное в специальной бытовой комнате, под контролем. И вот ты живешь в этой системе. Каждый твой шаг либо приближает тебя к облегченным условиям, либо отдаляет от них. Но самое неожиданное я обнаружил, когда начал смотреть на кровати. Буквально на кровати. На каждой кровати в спальном помещении цветной флажок. Красный, желтый, зеленый. У каждого цвета свое значение. Флажки указывают на особенности конкретной заключенной. Склонность к побегу, склонность к употреблению алкоголя, другие особенности поведения. Представь себе это. Ты просыпаешься каждое утро, а над твоей кроватью флажок. Маленький цветной флажок, который рассказывает всем вокруг, кем тебя считает администрация. В этот момент я понял, это система тотального контроля. Не просто надзор, именно тотальный контроль. Над телом, над временем, над внешним видом, над тем, что ты можешь держать рядом с собой. И это были только внешние, видимые элементы. Но это было только начало. Теперь о работе.
Потому что работа в женской мордовской колонии – это отдельная история. Я уже говорил про швейный цех, но масштаб – вот что поражает. Производство в таких колониях – это не небольшая мастерская для занятости, это полноценное промышленное предприятие. Швейный цех самый крупный. Там шьют спецодежду, объемами, которыми не каждое коммерческое предприятие может похвастаться. Так описывают журналисты, которым удавалось побывать внутри. Помимо этого, молочный цех. Туда завозят десятки тонн молочного сырья в месяц, его пастеризуют, фасуют, развозят по другим колониям региона. Есть кухня, делают полуфабрикаты, выпечку. Есть теплицы. Летом женщины выращивают овощи и закатывают их в банки. Банки уходят в другие учреждения. Есть даже цех по производству газированных напитков с собственным рецептом сиропа, который сотрудники держат в секрете. Напиток называется «двоечка» по номеру учреждения. Это в одной колонии. Я читал все это и думал о конкретной цифре – заработная плата. Сколько получает женщина, которая работает в таком цехе? По имеющимся данным, около 3000 рублей в месяц. С учетом всех налоговых вычетов и судебных исков. 3000 рублей в месяц. За 8-часовой рабочий день, 6 дней в неделю. Но что происходило, если кто-то не справлялся с нормой? Вот об этом мне рассказывали несколько бывших заключенных. Правда, разными словами, но суть одна. Невыполнение нормы – это не просто замечание, это статус. А статус в системе колонии определяет все. Твои условия содержания, твои шансы на условно-досрочное освобождение, отношение администрации, отношение других заключенных. И вот ты сидишь за машинкой, ты знаешь норму, ты знаешь, что будет, если не успеешь, и ты шьешь. Не потому, что тебе нравится шить, а потому, что в этой системе у тебя нет другого выбора. И тут появляется еще один момент. На первый взгляд – мелочь. Но чем дольше я об этом думал, тем отчетливее понимал – это не мелочь. Иерархия. В мордовских женских колониях нет четкой криминальной иерархии, как в мужских. Нет воров в законе, нет сложных внутренних законов. Но иерархия есть, и она очень проста. Авторитет определяется одним – у кого больше баулы. Зоновский термин. Баула – это, по сути, твои накопленные блага, твои заработки, твои передачи, твои возможности. То есть система устроена так, что женщины конкурируют между собой за ресурс. За те самые 3000 рублей. За передачи от родственников, если они еще есть. За доступ к чуть лучшим условиям. Это тонкий механизм, не грубый, но очень эффективный. Но это было только начало, потому что дальше я нашел еще несколько историй, и они пугающе похожи. Первая женщина — Ирина. Она попала в колонию во второй раз. Когда журналист спросил ее, почему это произошло, она перестала улыбаться и сказала: «А у нас есть социальная адаптация? Я честно пыталась устроиться, это нереально». Вторая — Виктория, 30 лет, 6-я судимость. Большую часть своей сознательной жизни провела за решеткой. Работает в строительном отряде внутри колонии. Может отремонтировать что угодно, построить, починить. Дома никто не ждет. Третья — без имени. Бывшая заключенная, которая после освобождения предупредила своих подруг, оставшихся на зоне: «Ждите, я скоро вернусь». Она вернулась через несколько месяцев. Я нашел еще несколько историй, и они пугающе похожи. Разные женщины, разные статьи, разные города, но одна и та же траектория, один и тот же финал. Это повторяется снова и снова, и здесь становится понятно – это не случайность. Потому что я начал замечать кое-что еще, кое-что, что выходит за рамки отдельных судеб. Посмотри на географию. Мордовия – это не просто место, куда вышло столько колоний. Это регион, экономика которого частично выстроена вокруг исправительных учреждений. Местные жители покупают выпечку из колонийских пекарен. Местные предприятия получают услуги швейных цехов.
цепочки поставок молока, овощных консервов, полуфабрикатов – все это замкнуто внутри системы. Это не просто место заключения, это замкнутая экономическая система. И тут появляется еще один момент. На первый взгляд, просто статистика. Но посмотри на рецидивизм. Процент женщин, которые возвращаются в колонию после освобождения, огромный. Не потому, что они плохие люди, которых невозможно исправить, а потому, что система не предусматривает реального исправления. Вышла на свободу, а дальше что? Судимость в документах. Работодателей не берут. Социальных программ адаптации практически нет. Связи с родственниками за годы разрушены. Я в какой-то момент начал замечать, это уже не похоже на случайность. Это система, которая воспроизводит сама себя. В какой-то момент я начал замечать еще одну вещь — закрытость. Все, что я тебе рассказывал, это то, что просачивается наружу. Официальные репортажи, редкие интервью с бывшими заключенными, случайные свидетельства. Но по-настоящему закрытая часть этой системы, она совсем другая. Если это происходит постоянно, почему об этом почти не говорят? Есть несколько ответов на этот вопрос. Первый — страх. Бывшие заключенные боятся говорить. У многих еще не закончен испытательный срок. У многих дети, родственники, которых можно задеть. Второй — закрытость самой системы. Журналистов пускают редко и только по специальному разрешению. То, что они видят, это отредактированная версия реальности. Третий, и это, пожалуй, самый важный — отсутствие интереса. Это чужие люди. Они нарушили закон. Зачем о них думать? Но именно в этом и есть ловушка. Потому что когда система становится абсолютно невидимой, она может делать что угодно. И тут я наткнулся на то, что меня реально удивило. Об этом почти не говорят. Это не часть официальных репортажей, это то, что рассказывают шепотом. То, что всплывает в редких интервью. То, что бывшие заключенные упоминают вскользь, как будто боясь произнести вслух. Речь идет о том, что происходит за пределами производственных цехов и официального распорядка дня. О той части жизни в колонии, которую никогда не покажут в официальных репортажах. О пространстве, которое существует между строк во всех этих документах и свидетельствах. Я долго не мог понять, почему именно эта часть так тщательно скрыта, пока не начал собирать свидетельства людей, которые оттуда вышли. И вот тут все встало на свои места. Но самое жесткое — это даже не условия, не режим, не работа, а то, что происходило там, куда не пускали никого. И именно об этом рассказывают те, кто смог выйти. Об этом в следующей главе. Но прежде чем мы перейдем дальше, я хочу остановиться на одном моменте, который долго не давал мне покоя. Когда ты читаешь официальные материалы о женских колониях в Мордовии, ты видишь определенную картину. Аккуратную, структурированную. Журналист приходит, видит цеха, видит заключенных за работой, видит начальницу в форме, которая рассказывает о достижениях учреждения. Делается фоторепортаж, публикуется статья, и на первый взгляд все выглядит почти нормально. Строго – да, жестко – да, но как будто в рамках закона. Но вот что я заметил, когда начал сравнивать официальные репортажи с тем, что говорят сами заключенные, бывшие и действующие, когда им удается передать что-то на волю. Между этими двумя версиями огромная пропасть. Не в деталях, не в цифрах, в самом ощущении места. Официальная версия. Учреждение работает, заключенные трудятся, производство функционирует. Версия тех, кто там был, это место, из которого люди выходят другими. И не в том смысле, в котором подразумевает слово «исправительное». Одна из бывших заключенных, чье интервью я нашел, сказала очень точно. Она говорила о том, что первые недели ты еще помнишь, кем ты был до. Помнишь запахи. Помнишь ощущения, когда идешь по улице, и никто за тобой не следит. Помнишь, что можно просто встать и пойти на кухню, когда захочется. А потом это начинает стираться.
Не сразу, постепенно, как фотография, которую долго держат на солнце. И вот это, пожалуй, самое важное, что я понял, изучая эту тему. Не режим сам по себе, не работа, не ограничение, а вот это постепенное стирание того, что делало человека человеком в привычном смысле слова. Я нашел еще несколько историй, и они пугающе похожи. Женщина из Санкт-Петербурга попала по статье, связанной с наркотиками. Одна из самых распространенных статей в женских колониях Мордовии. В первые месяцы писала родственникам письма. Длинные, подробные. Рассказывала о каждом дне. Потом письма стали короче. Потом реже. Потом почти прекратились. Когда ее родственники смогли приехать на свидание, а свидания разрешаются редко и только при определенных условиях содержания, они говорили, что не сразу узнали ее, не внешне, внутренне. Что-то изменилось в том, как она смотрела. В том, как она говорила, в том, как она реагировала на простые вещи, на объятия, на разговор, на новости из дома. И тут появляется еще один момент. На первый взгляд, это просто психологические последствия заключения. Это происходит везде, не только в Мордовии. Но чем больше я собирал таких свидетельств, тем отчетливее видел одно. В мордовских колониях этот процесс особенно интенсивный, особенно быстрый. И это не случайность, потому что система здесь выстроена так, чтобы минимизировать все, что связывает человека с внешним миром. Редкие свидания, ограниченные звонки, строгий контроль за перепиской, полная регламентация каждой минуты дня. Это не просто режим, это методичное отсоединение человека от всего, что он знал до. Работники одной из колоний как-то сказали об этом почти буднично. Многие из этих женщин большую часть своей сознательной жизни провели здесь. Здесь они востребованы, здесь они знают правила, здесь они понимают, как работает мир вокруг них, а там они никто. Вдумайся в эту фразу. Там они никто. Система не просто наказывает за нарушение закона. Система создает людей, которые не могут существовать вне нее. И это уже не вопрос отдельных судеб. Это вопрос о том, для чего вообще существуют такие места. Но я продолжал копать, потому что все, о чем я рассказывал до этого момента, это то, что можно найти в официальных репортажах, в редких интервью, в статьях журналистов, которым удавалось попасть внутрь. Но есть другой слой, глубже. Я наткнулся на еще несколько историй. Женщин, которые прошли через мордовские колонии в разные годы. Разный возраст, разные статьи, разные учреждения внутри региона. Но одна и та же деталь, которая всплывала снова и снова. Разговоры о том, что происходит в те моменты, когда нет никаких журналистов, когда нет проверок, когда административные двери закрыты, а камеры выключены или направлены в другую сторону. Это повторяется снова и снова, в разных словах, с разными деталями. Но с одним и тем же ощущением, что официальная картина и то, что происходит на самом деле, это два абсолютно разных места. И здесь становится понятно, это не случайность, это система. В какой-то момент я начал замечать кое-что, что поначалу казалось просто совпадением. Но чем больше свидетельств я собирал, тем отчетливее видел. За этим стоит определенная логика. Логика закрытости. Логика непрозрачности. Логика системы, которая очень хорошо умеет показывать одно лицо и очень тщательно скрывать другое. Почему так происходит? Почему именно мордовские колонии, и не только женские, так часто оказываются в центре свидетельств о том, что происходит что-то, выходящее за рамки официальных отчетов? Я думаю, ответ в самой географии, в той самой закрытости, о которой я говорил в начале. Далеко от Москвы, далеко от крупных городов, далеко от журналистов, правозащитников, адвокатов, которые могут приехать быстро, далеко от любого внешнего контроля, кроме официального. И это расстояние не просто километры. Это расстояние между тем, что можно контролировать, и тем,
что остается невидимым. Я нашел еще несколько историй, и они пугающе похожи. Одна женщина говорила, когда ты там, ты начинаешь понимать, что жалоба — это риск. Не абстрактный риск, конкретный, потому что люди, которым ты жалуешься, они здесь, каждый день, а ты зависишь от них во всем. В том, когда тебе разрешат позвонить домой, в том, какие условия содержания тебе присвоят, в том, напишут ли тебе положительную характеристику для УДО или нет. Другая говорила проще. Там учишься молчать. Это первое, чему ты учишься. И вот в этом молчании, в этом огромном многолетнем молчании тысяч женщин и живет то, о чем почти не говорят. И тут я наткнулся на то, что меня реально удивило. На несколько свидетельств, которые описывали не общий режим, не работу, не формальные ограничения, а конкретные ситуации, конкретные моменты. То, что происходило в то время и в тех местах, куда не было доступа никому снаружи. Об этом почти не говорят, даже те, кто вышел, даже спустя годы. Потому что там, внутри этой системы, у человека очень быстро формируется один базовый рефлекс — не бороться, не жаловаться, не привлекать внимание. Просто выжить, досидеть, выйти. И именно это молчание — самый точный индикатор того, что происходит за этими стенами. Но самое жесткое — это даже не условия, не режим, не цифры на бумаге, а то, что происходило там, куда не пускали никого. И именно об этом рассказывают те, кто смог выйти. То, о чем не говорят официально, всплывает только в рассказах тех, кто оттуда вышел. И чем дальше я разбирался в этой теме, становилось понятно — это не единичные случаи, это не исключение, это закономерность. Если ты только что начал смотреть, в первой главе я рассказывал об устройстве женских колоний в Мордовии, о режиме, о работе, о системе контроля. Но там я остановился на одном моменте, на том, что официальная картина и реальность — это два совершенно разных места. И обещал рассказать о том, что происходит там, куда не пускали никого. Вот об этом сейчас. Честно, здесь мне стало по-настоящему не по себе. Начну с того, что кажется на первый взгляд просто деталью. Небольшой, незначительной. Но именно с таких деталей и начинается понимание того, как устроено это место изнутри. Ты помнишь, я говорил про флажки над кроватями? Цветные маркеры, которые сигнализируют о склонностях заключенной. Это видимая часть системы. Та, которую можно сфотографировать и показать журналисту. Но за ней стоит невидимая часть. Та, которую не фотографируют. Та, о которой рассказывают только шепотом и только когда уже далеко отсюда. По словам бывших заключенных, настоящий контроль в таких местах работает не через решетки и не через замки. Он работает через информацию, через то, кто что знает о ком, через то, кто кому и что доложил, через постоянное ощущение, что любое твое слово, любое действие, любой контакт с другим человеком может быть использован против тебя. Это очень тонкий механизм. Никакого насилия, только атмосфера. В интервью они рассказывают, ты перестаешь доверять кому угодно, не потому, что люди вокруг плохие, а потому, что система устроена так, что доверие — это риск. Слишком большой риск. И вот возникает вопрос, как человек живет в таком пространстве месяц, год, несколько лет? Ответ — он адаптируется. Но адаптация здесь — это не то, что мы обычно называем этим словом. Это не приспособление к новым условиям ради роста. Это сужение. Сужение мира до нескольких метров вокруг. До распорядка дня. До нормы на швейной машинке. До того, сколько минут тебе дадут на телефонный звонок в этот раз. Чем дальше я разбирался, тем отчетливее видел, здесь есть что-то, о чем официальные отчеты не говорят вообще. И чтобы понять что, нужно посмотреть на конкретные истории. Расскажу несколько, быстро. Потому что каждая из них как отдельная точка на карте.
Но когда смотришь на все точки вместе, картина становится очень четкой. Первая история. Женщина из Москвы попала в мордовскую колонию по статье, связанной с мошенничеством. Срок – несколько лет. В первые месяцы она пыталась разобраться в системе, выполняла нормы, не нарушала распорядок, старалась не привлекать внимания. И все равно в какой-то момент получила перевод в более строгие условия содержания. Без объяснений. Просто решение администрации. Когда она спросила, за что, ей сказали за нарушение внутреннего распорядка. Какое именно нарушение, не уточнили. Еще один случай. Другая женщина, другой год, другое учреждение в том же регионе. Она пыталась подать жалобу на условия содержания через официальный канал, через письмо в прокуратуру. Письмо было написано, запечатано, передано. Но по какой-то причине оно не дошло. Или дошло, но ответа не последовало. Или ответ пришел, но его содержание сводилось к одному – нарушений не выявлено. Она попыталась еще раз, и еще. Результат был тот же. Похожая история. Еще одна женщина, которая пробыла в мордовской системе несколько лет. После освобождения она говорила о том, что самое тяжелое – это не режим как таковой, не работа, не отсутствие свободы движения, а ощущение полной беспомощности перед системой. Когда ты понимаешь, что бы ты ни сделал, что бы ни написал, к кому бы ни обратился, ничего не изменится. Это и есть настоящее давление. И это повторяется в разных историях, в разные годы, с разными людьми. И вот здесь становится понятно – это система. Но давай я расскажу о конкретном механизме. Потому что когда видишь, как именно это устроено, становится очень понятно, почему это работает именно так. Вернемся к системе условий содержания. Облегченные, обычные, строгие. Я говорил об этом в первой главе. Но я не сказал главного. Именно эта система – главный инструмент давления. Не наказание как таковое, а постоянная угроза изменения условий. Вот как это работает на практике. Ты ведешь себя хорошо, тебе обещают облегченные условия. Больше звонков домой, возможно, скорый выход по УДО, телевизор, мягкий плед. Ты сделал что-то, что не понравилось администрации, и все это исчезает. Без суда, без апелляции, просто решение. Некоторые пытались жаловаться, но результат был совсем не тем, на который они рассчитывали. И возникает вопрос – почему? Потому что система жалоб устроена таким образом, что любая жалоба сначала проходит через саму администрацию учреждения. То есть ты жалуешься на системе, и ждешь, что система сама себя накажет. Понимаешь, в чем парадокс? Бывшие заключенные описывали это очень точно. Одна из них говорила: «Там быстро понимаешь одно простое правило. Если хочешь выйти раньше, молчи, работай, улыбайся на проверках, не привлекай внимания». Это не значит, что ты согласна с тем, что происходит. Это просто стратегия выживания. И вот здесь эмоциональный центр всей этой истории. Не в конкретных нарушениях, не в деталях режима, а в том, что тысячи женщин в разные годы приходили к одному и тому же выводу. Самостоятельно, независимо друг от друга, в разных учреждениях. Молчи, работай, улыбайся. В этот момент становится понятно, это не случайное совпадение, это результат. Результат системы, которая последовательно и методично приводит людей к этому выводу. И здесь многие не выдерживали. Не в смысле срыва, в смысле ломались внутренне, переставали бороться, переставали ждать, переставали быть теми, кем были до. Именно об этом говорили родственники, которые приезжали на свидание, что человек внешне тот же, но что-то изменилось. В глазах. В том, как он говорит. В том, как реагирует на новости из внешнего мира. Как будто этот мир уже немного чужой. Это кульминация того, что происходит в этих местах. Не то, что видно снаружи,
а то, что происходит внутри человека за годы такого существования. Я начал задаваться вопросом, почему это вообще возможно? Почему система устроена именно так? Почему за столько лет ничего принципиально не изменилось? И вот к чему это приводит, когда начинаешь разбираться. Первое. Закрытость. Журналисты попадают внутрь редко и только по официальному приглашению. То, что они видят, это подготовленная версия реальности. Чистые цеха, организованная работа, начальница в форме с четкими ответами на все вопросы. Второе. Юридический барьер. Бывшие заключенные, которые хотят говорить открыто, рискуют. У многих еще не закончен испытательный срок. У многих есть условия, при нарушении которых они могут оказаться обратно за решеткой. Говорить открыто значит рисковать. Третье, и это, пожалуй, самое важное, общественное безразличие. Это люди, которые нарушили закон. Так устроено восприятие. Они там, потому что заслужили. Зачем думать о том, что происходит дальше? И вот это сочетание – закрытость, юридический риск и общественное безразличие – создает идеальные условия для того, чтобы система работала так, как она работает. Незаметно, годами, без особого внимания снаружи. Но почему об этом почти не говорят? Это вопрос, который я задавал себе на протяжении всего этого расследования. И я думаю, ответ не один. Во-первых, страх. Реальный, конкретный, не абстрактный. Женщины, которые прошли через эту систему, очень хорошо понимают, говорить открыто – это риск. Не для них самих, они уже вышли, а для тех, кто еще внутри. Для тех, с кем они подружились там. Для тех, кто еще отбывает срок. Во-вторых, давление. Очень тонкое, очень точечное. Когда человек выходит из такого места, у него часто нет ни сил, ни ресурсов для борьбы. Нужно найти жилье, найти работу, восстановить документы, объяснить судимость каждому работодателю. Просто выжить в первые месяцы на свободе. Не до публичных заявлений. В-третьих, отсутствие огласки формирует отсутствие интереса. Нет громких историй, нет внимания. Нет внимания, нет давления на систему. Нет давления, система продолжает работать так же. Это замкнутый круг, и он очень устойчивый. Как ты считаешь, такое вообще может происходить в современной стране, где есть законы, прокуратура, суды, правозащитники? И главное, почему об этом молчат? Напиши в комментарии. Мне правда интересно, что ты думаешь. Потому что именно здесь начинается настоящий разговор. Не о конкретных колониях, не о конкретных женщинах, а о том, как устроена система в целом. О том, что происходит, когда человек оказывается полностью во власти структуры, и у него нет никаких рычагов влияния на то, что с ним происходит. Это вопрос не только про Мордовию, это вопрос про то, как устроена власть, про то, что происходит там, где нет прозрачности, про то, чем заканчивается система, которая умеет очень хорошо показывать одно лицо и очень тщательно прятать другое. Я продолжал собирать материал, и чем больше я его собирал, тем отчетливее видел одну вещь. За всеми этими историями, за всеми этими деталями и свидетельствами есть один общий знаменатель. Не жестокость как таковая, не грубое насилие, не что-то, что можно сфотографировать и показать, а нечто более тонкое и именно поэтому более устойчивое. Это абсолютная непрозрачность. Система, в которой никто снаружи не знает, что именно происходит внутри. Система, в которой сами участники, заключенные, лишены эффективных инструментов для того, чтобы рассказать о том, что с ними происходит. И в этой непрозрачности и живет все то, о чем я рассказывал на протяжении этих 2 глав. И самое странное, официально все это отрицается. Любой официальный ответ на вопрос об условиях содержания в мордовских колониях будет выглядеть примерно одинаково. Нарушений не выявлено. Заключенные содержатся в соответствии с требованиями законодательства. Производство функционирует. Программы исправления реализуются. Все по протоколу. Все правильными словами. А за этими правильными словами тысячи историй,
Тысячи женщин, тысячи часов в швейных цехах, тысячи писем, которые либо не дошли, либо дошли, но ответа не последовало. Тысячи свиданий, на которые никто не приехал, потому что дорого, потому что далеко, потому что отношения давно разрушены. И знаешь, что меня поразило больше всего? Не сами условия, не режим, не работа, а то, насколько обыденно все это выглядит изнутри. Насколько быстро человек начинает считать это нормой. Насколько легко система переключает людей из состояния «это ненормально» в состояние «просто нужно пережить». Это и есть самый точный показатель того, насколько глубоко она работает. Я не знаю, что именно ты сейчас чувствуешь после этих двух глав. Может быть злость, может быть растерянность, может быть желание сказать «да ладно, это же преступники, им так и надо». Но я хочу, чтобы ты задержался на секунду на одной мысли. Система исправительных учреждений существует формально для того, чтобы исправлять, возвращать людей в общество, помогать им начать по-другому. Но что происходит, когда система делает ровно противоположное? Когда человек выходит оттуда сломленным, без связей, без навыков жизни на свободе, с судимостью в документах и без единого шанса на нормальную работу. Это уже не исправление, это воспроизводство. Воспроизводство тех самых людей, которые потом возвращаются снова и снова. Как та женщина, которая предупредила подруг: «Ждите, я скоро вернусь». И вернулась. Потому что там хотя бы понятно, там хотя бы есть место, там хотя бы знаешь правила. Вот это и есть финальный вопрос, который я оставляю тебе. Не что происходит в этих колониях, это вопрос следствия, а вопрос причины. Почему система устроена так, что она производит именно такой результат? И кому это выгодно? Ответа у меня нет. Точнее, есть несколько, но ни один из них не утешительный. Если ты досмотрел до этого момента, напиши в комментарии одно слово. Что ты думаешь обо всем этом? Просто одно слово. Мне важно знать, что ты здесь. И последнее. Эта тема не закрыта. Не потому, что я не нашел ответов, а потому, что ответы, они есть. Но они требуют еще одного разговора. О том, что происходит после выхода. О том, есть ли вообще выход из этого круга. О тех, кто пытался что-то изменить. И о том, что из этого вышло. Об этом в следующий раз. До встречи. Но подожди. Прежде чем я скажу «до свидания», я хочу вернуться к одному моменту. Потому что, мне кажется, я не до конца объяснил кое-что важное. Я говорил про систему, про закрытость, про механизм, который воспроизводит сам себя. Но за всей этой конструкцией есть конкретные люди. Не абстрактные заключенные, не статистика, живые люди. И я хочу вернуться к нескольким из них. Потому что именно в конкретных деталях живет настоящее понимание. Помнишь Викторию, о которой я говорил в первой главе? 30 лет, 6-я судимость, большую часть жизни за решеткой. Работает в строительном отряде. Может починить, отремонтировать, построить, что угодно. Дома ее никто не ждет. Я долго думал об этой фразе. Дома ее никто не ждет. Это не просто биографическая деталь, это ключ ко всему. Потому что именно это и есть то, что делает систему такой устойчивой. Не режим, не работа, не ограничения, а то, что снаружи пусто. Нет людей, нет связей, нет места, куда возвращаться. И когда это так, система перестает быть наказанием. Она становится единственным домом. Вот этого официальные отчеты не фиксируют. Вот об этом не снимают репортажи. Потому что это слишком неудобная правда о том, чем в реальности является система, которая называет себя исправительной. Теперь еще один момент, о котором я хотел рассказать. И это, пожалуй, одна из самых странных деталей во всем том, что я изучал. Среди женщин, которые проходили через мордовские колонии, очень многие описывали один и тот же феномен. Первые недели ты еще сопротивляешься.
внутренне. Ты говоришь себе: это временно, это кончится, я выйду, и все будет иначе. Ты держишься за образ жизни снаружи, за лица родственников, за запахи, за ощущения. Но система работает так, что все эти зацепки начинают постепенно исчезать. Не потому, что тебя заставляют их отпустить, а потому, что их не на что опереть. Писем становится меньше, звонки короче и реже. Свидания, если они вообще были, становятся все более тягостными, потому что с каждым разом все труднее говорить о том, что снаружи, когда весь твой мир уже давно сжался до этих стен. Одна из бывших заключенных описывала это очень точно. Она говорила: в какой-то момент ты перестаешь думать о том, что будет после. Не потому, что теряешь надежду, а просто потому, что не хватает сил. Каждый день забирает столько, что на мысли о будущем уже ничего не остается. И вот именно здесь, в этом истощении, система получает то, что ей нужно. Человека, который перестал сопротивляться, который просто живет от подъема до отбоя, от нормы до нормы, от одной проверки до следующей. Это не сломленность в привычном смысле, это более тонкое состояние. Адаптация через истощение. И чем дальше я разбирался в этом, тем более отчетливо видел, именно это состояние и делает возможным все остальное. Именно в нем молчание. Именно в нем согласие. Именно в нем та самая улыбка на официальных фотографиях, которую журналист интерпретирует как «женщины справляются». Еще один случай. Я нашел описание ситуации, которая, если верить свидетельствам, повторялась в разных вариантах в нескольких учреждениях. Система поощрений. Официально она выглядит так: хорошее поведение, выполнение норм, участие в общественной жизни колонии — все это ведет к улучшению условий содержания, к досрочному освобождению, к благодарностям в личное дело. Звучит разумно, звучит как мотивация. Но в том, как это работает на практике, есть один очень важный нюанс. Что считается хорошим поведением, определяет администрация, единолично, без четкого набора критериев, которые заключенная могла бы проверить или оспорить. Что считается нарушением, тоже определяет администрация. Это значит, что граница между хорошим и плохим поведением подвижная. Она может сдвигаться в зависимости от обстоятельств, в зависимости от конкретного человека, который принимает решение. И это очень важный момент, потому что именно подвижность этой границы и создает постоянное напряжение. Ты никогда не знаешь точно, достаточно ли ты сделала, достаточно ли ты хорошо себя вела, напишут ли тебе положительную характеристику на УДО или нет. Некоторые пытались уточнить, задавали вопросы, просили объяснить, но результат был совсем не тем, на который они рассчитывали. И возникает вопрос, почему система построена именно так? Почему нет четких прозрачных критериев? Я думаю, ответ очень простой. Подвижная граница — это инструмент управления. Если ты точно знаешь правила, ты можешь следовать им и чувствовать себя в безопасности. Если правила размыты, ты находишься в постоянной неопределенности. А в состоянии неопределенности человек склонен подчиняться, склонен угождать, склонен не рисковать. Это тонкая, но очень эффективная механика. И именно ее описывают бывшие заключенные, когда говорят о том, что их там сломило. Не какое-то конкретное событие, не конкретный человек, а вот это постоянное ощущение, что ты не знаешь, на каком ты счету, что ты не знаешь, что будет завтра, что ты не контролируешь ничего. Это психологическое давление. Без рукоприкладства, без криков. Просто постоянная неопределенность, которая со временем становится привычным фоном. Похожая история с коммуникацией с внешним миром. Формально заключенные имеют право на переписку, телефонные звонки, свидания. Все это в рамках закона. Все это существует. Но существует и система ограничений. Количество звонков в неделю зависит от условий содержания. Продолжительность звонка ограничена.
Переписка проходит через администрацию. Свидание только при наличии разрешения, и их частота тоже зависит от поведения. То есть связь с внешним миром — это не право в полном смысле слова. Это привилегия, которую можно получить или потерять в зависимости от того, как ты ведешь себя здесь. И вот что происходит с семьями в результате этой системы. Родственники, которые рассказывали о своих близких, находившихся в мордовских колониях, описывали один и тот же опыт. Сначала звонки регулярные, потом реже, потом иногда неделями ничего. Ты не знаешь, это наказание? Это просто нет возможности позвонить? С ней что-то случилось? Ты ждешь и ничего не знаешь. А человек там тоже ждет и тоже не знает, дошло ли письмо, прочитали ли, придут ли на свидание. Это расстояние не только физическое, это расстояние в информации, в контакте, в ощущении связи с теми, кто снаружи. И со временем оно становится все больше. Я начал задаваться вопросом, есть ли вообще выход из этого круга? Для конкретного человека есть ли способ пройти через эту систему и выйти с другой стороны, несломленным? Я нашел несколько историй, где это, кажется, произошло. Где женщины выходили, находили работу, восстанавливали связи, начинали заново. Но таких историй меньшинство. И все они объединяет одно — наличие кого-то снаружи. Кто ждал, кто приезжал, кто писал, кто не дал разрушиться связи с внешним миром за годы заключения. Это единственный реальный противовес системе. Не правозащитники, не адвокаты, не официальные каналы обращений. Просто человек снаружи, который не забыл. И это, пожалуй, самая простая и самая горькая вещь во всем этом. Система разрушает связи, методично. Не специально, возможно, просто как побочный эффект своего устройства. Но результат один. Человек выходит и оказывается один, без поддержки, без ресурсов, с судимостью, в мире, который продолжал жить без него. И именно поэтому возвращается. Снова и снова. В этот момент становится понятно, это не провал отдельных людей. Это провал системы, которая называет себя исправительной, но производит ровно противоположный результат. Как ты считаешь, такое вообще может происходить? И главное, почему об этом молчат? Напиши в комментарии. Это важно. Потому что именно из комментариев, из того, что думают обычные люди, начинается любое изменение. Не сверху, снизу, с разговора. С того, что кто-то сказал вслух то, о чем раньше молчали. И самое странное, официально все это отрицается. Любое упоминание о системных проблемах в российских исправительных колониях официально квалифицируется примерно одинаково. Единичные случаи. Уже расследуется. Нарушений не выявлено. Система работает в соответствии с требованиями. Это стандартный ответ на любой вопрос, по любому поводу. И именно в этой стандартности вся суть. Не в том, что кто-то специально скрывает, а в том, что система выработала язык, который позволяет говорить и не говорить ничего одновременно. Я провел с этой темой много времени. Читал репортажи, интервью, официальные отчеты, свидетельства. И знаешь, что осталось в итоге? Не конкретные факты, не цифры, не истории. Ощущение. Ощущение огромного, плотного молчания, которое существует вокруг всего этого. Молчание заключенных, молчание тех, кто вышел, молчание системы, молчание общества, которое предпочитает не думать о том, что происходит за этими стенами. И именно это молчание и есть главный ответ на вопрос, почему ничего не меняется. Потому что пока молчат, система продолжает работать. Именно так. Именно с такими результатами. Именно для тех, кто там оказался. Честно. Когда я закончил разбираться в этой истории, у меня остался только один вопрос. Почему об этом так мало говорят? И сколько еще таких историй просто не доходят до нас? Напиши в комментариях, что ты об этом думаешь. Мне реально важно узнать твое мнение.
И если ты хочешь, чтобы я продолжал разбирать такие темы, подпишись на канал. Дальше будет еще сильнее.